В сегодняшнем видео я отвечу на вопрос, который прозвучал в комментариях. Можно ли вегетативным путем размножать рододендрон? Либо укоренять черенки, либо укоренять отводки. Сразу скажу, можно. Но позвольте сначала поделиться своим таким общим наблюдением. Если растение размножается с помощью черенков, значит оно будет отлично укореняться с помощью отводков. И наоборот, если отводки у растения укореняются, значит можно пробовать укоренять черенки. Но рододендрон растение немножко особенное. Насколько я знаю, укоренение у него происходит достаточно долго. И вот представьте, вы нарезали черенки, воткнули их в какой-то подходящий субстрат и пытаетесь укоренить. Ждете месяц, другой, полгода, год. Представьте себе, год и даже больше могут укореняться черенки. Не у всех хватит терпения. Гораздо более простой способ, ну, конечно, если есть возможность, это укоренять отводки. Вот здесь я во время расчистки этого сада, в котором работаю уже ровно 2 месяца, обнаружил, что одна из веток рододендрона, вот этого куста, росла вниз, начала потихонечку соприкасаться с землей. Я ничего не делал, это сделала сама природа. Начала соприкасаться с землей. Из-за того, что здесь склон, потихонечку заплывала землей и прекрасно укоренилась. Как проверить? Вот ветка, если вы ее качаете, применяете даже силу, она не двигается, значит, скорее всего, укоренение уже произошло. Прекрасный способ. Я не знаю, сколько по времени это происходило, потому что не я это делал. Может быть, это год происходило, а может даже 2 года. И вот сейчас я постараюсь откопать. Здесь, насколько я вижу, 2 ветки укоренилось. Постараюсь их откопать и расскажу о нюансах. Итак, подкопали. Вот с большим даже земляным комом получилось. И теперь отсекаем его, собственно говоря, от материнского куста. Берем секатор и смело обрезаем. Вот что у нас получилось. Старайтесь ни в коем случае не разрушать земляной ком. Почему? Рододендрон очень зависим от микоризы, да? От вот этих вот, от симбиоза почвенных грибов и корней. Поэтому чем больше сохраните, тем лучше. У рододендрона неглубокая корневая система, достаточно компактная. Вот он. Ставим его в ведро. Вот он у нас второй. Немножко хуже откопался. Земля здесь очень глинистая, с камнями. И вот он третий. Этот маленький, слабенький, но ничего. И вот теперь самое главное нюансы. Как их правильно посадить. Нюанс первый. Вы, конечно, можете высадить вот эти вот саженцы сразу в открытый грунт, на постоянное место. Но имейте в виду, хоть у них и образовалась собственная корневая система, фактически питались они от того материнского куста. Поэтому все равно им нужно время на то, чтобы прижиться. И все-таки это рододендрон. Растение относительно неприхотливое, но все-таки потребует вашего внимания и ухода. Справитесь, хватит у вас сил ухаживать за ним, поливать регулярно, притянить его после посадки. Можете сажать смело в открытый грунт. Я делаю совершенно по-другому. Я вот подобные саженцы высаживаю непосредственно в контейнеры. Беру подходящего размера. Ну, вот у меня самый маленький контейнер. Наполняю его почвосмесью. Почвосмесь должна быть рыхлая, напомню. Ну, я готовую использую. И в случае с рододендронами обязательно быть слабокислой. То есть иметь в своем составе верховой торф. И вот тут очень неплохо будет, если вы еще возьмете немного земли вот из-под того материнского куста. Почему? Как я сказал, корневая система рододендрона – это симбиоз почвенных грибов и корней, микориза так называемая. Так вот, в той земле, которая под материнским кустом, скорее всего, почвенных грибов достаточно много, потому что куст нормальный, развивается хорошо. Насыпали немножко почвосмеси, поставили. Присыпали сверху. Можно немножко потрясти, утрамбовать, уплотнить.
Здесь вот росточек идет в самом низу, поэтому аккуратненько с ним. Хотя, конечно, можете обломать, но в чем особенность характерная вот таких укоренившихся боковых нижних побегов? В том, что, видите, от корневой системы они уходят в сторону, не вверх вертикально, как нам бы хотелось, чтобы куст был такой красивый, а в сторону. Поэтому вот этот росточек, который растет вверх, в центр, вот он, его бы желательно сохранить. Но, в принципе, не обязательно, потому что если вы обломаете, начнут расти. Вот эти здесь новые появятся наверняка, и все будет хорошо. Естественно, после посадки сразу поливаем. Как следует поливаем. Для чего? В первую очередь для того, чтобы земля очень плотно окружила корневую систему, чтобы там не было вот этих вот пустот. Ну и, кстати, подпитать водичкой его неплохо, потому что дождей давно не было, земля уже сухая. И вот тут еще один лайфхак. Собственно, давайте вернемся к кусту материнскому и там продолжим. Напомню, что смысл укоренения отводками в том, что вот в нашем случае ветка лежала на уровне земли и потихонечку заплыла землей и укоренилась. Но вы же можете ждать не милости, как говорится, от природы, а сделать это самостоятельно. Поэтому ветка, которая находится возле земли, которую не надо сильно гнуть, которая не сломается, обрываете вот эти листочки все лишние. Некоторые даже могут делать вот здесь такие продольные прорези, но я этого не делаю. Очищаете земельку и берете камень. Обычно рекомендуется шпильку какую-то. Я всегда говорю, возьмите камень. Большой, плоский камень, можно кирпич. В чем смысл? Во-первых, ветка надежно зафиксирована у вас, даже здесь на склоне. Во-вторых, когда вы будете увлажнять это место, под камнем всегда будет влажно. Влага там сохраняется гораздо дольше. Главный залог хорошего укоренения вот таких отводков – это именно влага под этим камнем. Влага в районе образования будущих корней. И вот и с этими свежепосаженными саженцами я поступаю приблизительно так же. Я беру камешки меньшего размера, но несколько, и укладываю их сверху. С одной стороны, это прижмет как следует саженец, потому что, напомню, корневая система еще довольно компактная, а ветки торчат в сторону. Его может вывернуть, тем более это торфяная смесь, она рыхлая. А так очень хорошо прижимаются. А после того, как вы их польете, опять же, под этими камешками будет очень хорошо и долго сохраняться влага. И вот эти саженцы будут хорошо и нормально приживаться. Что с ними делать дальше? Вы можете взять секатор, в принципе, пообрезать лишнее, особенно если его много. Но имейте в виду, все-таки этот рододендрон вечно зеленый, все листья обрезать не стоит. Хотя они живучие, они дадут новые росточки, но я оставляю, какую-то часть небольшую оставляю. Дальше я поставлю их в тень. Но в тень, где я буду часто ходить, и где желательно есть вода. Для чего? Как раз таки для того, чтобы они ни в коем случае не пересыхали. Каждый раз, проходя мимо, взял леечку, буквально чуть-чуть, не надо много, полил, увлажнил. Впереди зима. Опять же, дело ваше. Если вы уверены в своих силах, если вы уверены в своем климате, что у вас нет сильных морозов, в принципе, через пару месяцев, где-то говоря грубо так, примерно середина сентября к октябрю, вы можете их высадить в открытый грунт на постоянное место. Но если вы переживаете, что зимы все-таки суровые, они могут подмерзнуть, саженцы маленькие еще, занесите их в подвал, условно говоря, в подвал, в холодное, но не промерзающее помещение, где они отлично перезимуют, а уже весной вы их высадите на постоянное место. И в заключении пара важных моментов. Момент первый. Вот при таком способе размножения все материнские свойства сохраняются. Вот эти саженцы, которые мы отсадили, со временем будут иметь точно такие же цветы, точно такую же форму, точно такой же размер. Тот же самый сорт. И второй момент. У себя в описании к видео я традиционно оставляю ссылки. Ссылки, которые я считаю очень важными, именно применительно к этой теме. Я рассказывал о том, как укоренять лиственные кустарники с помощью отводков. Я рассказывал о том, как укоренять хвойные растения с помощью отводков. О том, как зимовать должны контейнерные культуры. Все это я рассказывал и показывал. Кому это интересно, тот будет смотреть. Кому не интересно, будет задавать вопросы. Много вопросов. А у меня на сегодня все. Всем всего доброго.